Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Лицо Чангука, просто я хочу остаться в этом моменте навсегда. Девятое место. Как говорится, 100% понимания, 0% осуждения. Прямо сейчас на моем канале, на Бусти, вышла новая статья на тему «Тэхён намекнул, что использовал Дженни в качестве бороды. Прикрытие для гея, чтобы скрыть свои романтические отношения с Чангуком». Некоторые девушки играют роль бороды, чтобы обеспечить защиту однополым отношениям. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Telegram будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Есть вещи, которые абсолютно не меняются. Седьмое место. Его малыш. Шестое место. Поведение пары. Я не знаю почему, но меня так торкает выражение лица Чангука, когда он смотрел прямо в глаза Тэхёна. Сладкий малыш Тэхёна, и как же тепло и уютно ему в объятиях теплого мишки. Пятое место. Этот полный любви взгляд. Четвертое место. Забота. Чуточку нежности и заботы не помешает.
Третье место. Новости. Тренировочный центр делится видео с Бамом и его друзьями. Стенд с пожеланиями от поклонников Чангука, который установлен на выставке Golden, внезапно превратился в поле для выяснения отношений в фандоме. Стенд подвергся вандализму, он был исчеркан и разрисован. Представьте, что вы идете на выставку, посвященную человеку, который отдал 10 лет вашему фандому, и оставляете это вместо «спасибо». Одна поклонница написала короткое, но пылкое признание в любви, другая армия сочла своим долгом заблокировать сообщение от фаната Чангука и зачеркнула его, приписав оскорбительное высказывание про Соло, как будто у нее, как у армии, есть такое право не дать артисту увидеть оставленное лично для Чангука послание. Манипулировать общением с артистом и контролировать, кто и как с ним разговаривает – это форма насилия, которую так называемые армии все чаще стали демонстрировать. Этот их крутой момент из хореографии. День, когда мы могли увидеть Тэйкук в аэропорту вместе, но этого, к сожалению, не случилось. Тэхён и Бандана – это слишком горячо. Согласно словам этого человека, Тэхён и Джин вместе посетили в октябре ресторан барбекю Джумдвейджи Сикданг в Сеуле. Она сказала: «Когда я делала вторую фотографию, стаф ресторана спросил меня: «Тебе нравится Джин?» Я сказал «да», и она ответила: «Джин приходил сюда с Тэхёном в прошлом месяце». Ресторан пользуется большой популярностью у айдолов и отмечен звездами Мишлен. Также это одно из любимых мест Чангука. Просто привычные для него движения. Специальное послание Джина в плейлисте This is Jin. Привет, это Джин. Вы уже послушали мой первый сольный мини-альбом Happy? С помощью этого альбома я искренне хотел подарить вам всем много счастья. Заглавный трек Running Wild – это бег к надежде, в то время как ILL Bizarre создана для всех тех, с кем я хочу поделиться силой, когда вы чувствуете себя истощенными. В этом году я смог провести больше веселых и особенных моментов, и все это благодаря вам. Я смог передать позитивные вайбы с помощью своей музыки, благодаря тому, что вы всегда поддерживали меня, оставаясь рядом. Надеюсь, что мы сможем создать больше моментов и воспоминаний, в которых будем вместе смеяться. Я всегда благодарен вам и люблю вас, армия. Надеюсь, Хэппи сможет сделать ваши дни немного теплее, армия. Спасибо всем. Горячая, как 100 адов.
Чангук и черная водолазка – опасное сочетание. Начинаем день с взглядов, которыми все сказано. Оставьте Тэйкук на кухне, и их поведение семейная парочка становится очевидным. Это действительно один и тот же человек? Чангук недавно превысил 300 миллиардов просмотров на глобальной платформе TikTok с его личным хэштегом Чангук. Чангук вновь доказал свою популярность и влияние короля TikTok, впервые набрав 300 миллиардов просмотров среди исполнителей по всему миру с помощью всего лишь хэштег Чангук. Чангук продемонстрировал свое присутствие, заняв 3-е место по количеству просмотров среди отдельных личностей по всему миру. Несмотря на то, что Чангук служит в армии, он доказал свою неизменную популярность и репутацию, продемонстрировав в этом году увеличение количества просмотров под хэштегом Чангук на TikTok примерно на 60 миллиардов. Личный аккаунт в TikTok, открытый Чангуком, приближается к 20 миллионов подписчиков. Чангук также занял первое место среди самых популярных мужских айдолов K-pop на YouTube в Корее, США, Великобритании, Японии и Тайване в 2024 году и занимал первое место 5 лет подряд. Если меня спросят, что такое синхрон, то я просто покажу это видео. Найдите пару. Они как будто вылезли из какой-то французской драмы. Джин сказал: «Я хотел бы начать с искренней благодарности всем вам за то, что вы сегодня заполнили эти места, а также за то, что присоединились ко мне онлайн. В прошлый раз я нервничал из-за встречи с армией после столь долгого перерыва,
Но в этот раз это похоже на совершенно другой уровень нервозности, она положительная. Как вы знаете, мой сольный альбом вышел только вчера, поэтому сегодня я подготовил это мероприятие, чтобы должным образом представить всем армии мой первый сольный альбом «Happy». Поскольку этот альбом был создан для армии, я пришел сюда полной решимостью сделать вас всех счастливыми. Вы чувствуете это? Самая первая песня, которую я записал, была «I Will Come to You». Это песня, в которой я полностью написал весь текст самостоятельно. Она наполнена эмоциями, которые я испытывал, думая о армии, стоя на сцене, или когда готовился покинуть привычную среду для зачисления в армию. Я записывал слова, которые приходили мне на ум, когда размышлял о том, что хочу быть на сцене, такие как тоска или любые мысли и чувства, когда скучал по вам. После того, как я демобилизировался, я сложил эти слова и написал текст. Поскольку текст передает эмоции, которые я чувствовал в определенные периоды своей жизни, я немного больше погружаюсь в себя, исполняя эту песню. Все потому, что это была самая первая песня, которую я написал. Я думаю, многие из вас, кто слушают ее, смогут вернуться в то время. Я верю, что вы поймете мои чувства, которые я вложил в эту песню, лучше, чем кто-либо другой, верно? Посмотрите на эти мощные бедра. Ничто так не радует утром, как проснуться в объятиях любимого человека. Тэхён в черных костюмах. Лучшие отцы. Просто вайбы, эфиры, Чангука. Хасок выпустит новую музыку в 2025 году до воссоединения BTS. 15 ноября была опубликована статья с прогнозом от аналитиков о доходах Hype. Ключевым моментом в этой статье можно считать, что главным источником дохода для Hype – это возвращение к полноценной деятельности BTS, основного подразделения интеллектуальной собственности. В следующем году, в июне 2025 года, все участники BTS выполнят свои обязательства по национальной обороне и вернутся к полноценной деятельности. Ожидается, что в честь десятилетия альбома The Most Beautiful Moment in Life, который привел их к мировой славе, будут проведены различные мероприятия. Аналитики ожидают, что альбом «Возвращение» достигнет высоких продаж в различных секторах,
от контента до мирового тура по стадионам. Помимо деятельности группы, индивидуальная деятельность участников BTS также стабильно показывает хорошие результаты. Джин собирается выпустить сольный альбом 15 ноября, а Хосок планирует выпустить новую музыку до воссоединения группы в следующем году. Ожидается, что со второго квартала 2025 года по первый квартал 2026 года объем продаж, связанных только с BTS, достигнет почти 2 триллиона вон, говорит Ким Хён Йин, исследователь из Hyundai Motor Securities. BTS отличаются высокой рентабельностью и будет напрямую связано с ростом прибыли. Тот самый тип бойфренда, единственный в своем роде и созданный под Тэхёна. Как же сильно я люблю эти фото. Энергия Чангука на сцене. Он буквально отдает всего себя во время выступлений, и этим невозможно не восхищаться. Тэхён говорит что-то. Реакция Чангука. Тэхён водит машину. Что-то не меняется, или Чангук и его «А где ты?». Просто кое-что о внезапных вспышках Тэхёна. Руки Чангука.
Тэхён успешен в любом виде спорта. Обожаю Тэхёна, который удивляется. Тэхён, боящийся щекотки, это просто так мило. Мед с молоком. Чангук здесь буквально говорит: «Да, детка, ты очень забавный, я вижу». Тэйкук буквально сказали: «Мы можем быть разными». Второе место. Это так интимно. Тэйкук — это быть объектом его желания. Фотографии не просто со звуком, а с целой историей. И они не просто поехали в поездку вдвоем, а поехали туда, когда Тэхён в Америке повредил ногу и был очень подавлен. Уверенно, Чангук, как самый заботливый в мире бойфренд, хотел его поддержать и ободрить. Первое место. Когда с тобой рядом самая яркая звезда в твоей жизни. Все мы тогда выглядим как Тэхён, который смотрит на Чангука. Это конец,
Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.